Потому что я чисто по конопле. Блатные не идут воевать. Закончено. Чего вы бросили меня тут и убежали? Ну вот я нарвался на негров. Что они хотят, чтобы тебя оттуда забрать? Что они? Денег хотят? Что они хотят? Что Конечно. конкретно? Это люди такие, понимаешь, сынок? Ну да. Ну это не просто так, потому что он журналист, он, значит, какую-то провокацию будет делать Конечно. против нашей страны. Обязательно. А я патриот, ты сам знаешь. Наши пацаны приходят от вас и то же самое рассказывают о ваших зверствах. Что вы там и головы отрезаете, и... Хочу просто попросить, просто не издевайтесь над моим братом, хорошо? Знаешь, потери какие, хоронят каждый день. Я по курсам, я знаю. Это Мы надо. воюем с нацистами. Вы с 14-го года Донбасс бомбили. Бомбили Бомбас? Вы бомбили. Ну реально, я же не стрелял. Ну как, был на позициях, да, на передовой. А воевать нет, не воевал. Зачем контракт подписал? Ну, я не знал, что я контракт подписываю. У меня вопрос. Вы там в Туве вообще безумные какие-то? И все нас накрыло, блиндаж разъебали. Все нас взяли прям. Разъебали? Да. Ага. Меня зовут Владимир, я журналист. Вас как зовут? Александр Васильевич, фамилия Бочков. Александр Валерьевич Бочков. Число, месяц от рождения, откуда вы? 6.09.75. Откуда вы? Ростовская область, Неклемский район, село Федоровка. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашей беседы? Да, даю. Расскажите, вы мобилизованный? Нет, контрактник. Контракт зачем подписали? Контракт подписал я, находился в лагере. Вы в Штомзе, да? Типа? Да, что он за... Вы именно в этом и подразделении и были, да? Да. Какой у вас был срок? Срок был почти 4 года. 3 года, 8 месяцев, 20 дней. Курицу украли? Нет, 228, наркотики. Это по вам не скажешь. Ну, потому что я чисто по конопле. Коробка конопли 4 года, что ли? Нет, 23 куста. Фермер. Для себя, да, но не для кого-либо другого. Это где-то у вас на даче, да, росло? Нет, у меня в поселке. Ну, у вас в поселке на огороде. Да, у меня в поселке на огороде. И что, пришел участковый, увидел, что вот это у вас 23 куста и упек вас в тюрьму? Да, можно так сказать. У нас проходило как раз в 2020 году, как бы перед войной, зачистка таких людей, как я. Зачистка. Ну, проверка была таких вот судимых, много сидящих, они проверяли. И, Вы ранее судимый тоже? да, с малолетки как начал, пошел. Что-то на вас татушек никаких не вижу, ничего не вижу. Я не любитель картинок. Не любитель, понял. А вы это блатной, да, наверное? Нет, не сказал бы. Блатные не идут воевать. Я ж поэтому и хотел поинтересоваться. Нет, я не блатной. Мужик? Да. Ага. У нас, в принципе, всех, кого забирали, кто сидевший, только мужиков. Потому что, ну так бы, своими словами, полупокеров не брали. Полупокеров не брали? Ну я так, своими Это словами. на тот момент, видимо, полупокеров не брали, потому что вообще у нас уже были на интервью и полупокеры, и покеры, и каре. Не знал. Вообще все знаю. варианты. Ну, там, где я сидел в лагере, город Зверево, таких не брали там. Нет, так у них уже там даже какое-то подразделение, Голубой огонек или Галина Бланка, я не помню, как оно там называется. Ого, Да. ничего себе, не слышал, не знаю. Насчет этого в лагере у нас строгий разговор, что к этому строго подходили, чтобы опущенных в строях, чтобы не было. Понял. Так 4 года, а сколько вы отсидели на тот момент уже? Можно сказать, ну, в апреле, это, в общем, где-то год мне оставался. Подписал контракт на полгода. Я мечтал о том, чтобы у меня задний лист был чистый в жизни, по жизни, чтобы у меня белый чистый лист был.
заднего прохода, я имею в виду то, что я уже прожил. Потому что у меня... Заднего прохода я по-другому понял. Не, я имею в виду, то, Я что я в понял. жизни прошел. Ясно. У меня, это уже 5-я судимость у меня. А тут вдобавок мне дочка позвонила, с которой я не общался, ну, можно сказать, очень много лет. И она позвонила мне, и родилась внучка. Из-за этого я очень хотел, чтобы у ней семья есть. Семья благополучная семья, не так, как у меня в жизни получилось. И мне хотелось освободиться, приехать к ней как бы с чистой совестью уже. А вы понимаете, что получается следующая история? В честь рождения новой жизни вы решили пойти и забрать какую-то другую жизнь. Такой символизм. Да, я понимал это все. Ну, на то, наверное, судьба, я не знаю, как бы. Ну, убивать, в принципе, желания не было. Не, понятно, это каждый скажет. Да, это любой человек скажет Да, это. ну, что... с автоматом же в чужую страну на войну же ходят, ну, не просто походить. Да, Да. не на охоту, как говорится. Да, не на охоту. Вот, и не на рыбалку. Да, я это сознавал, понимал, что придется это. Ну, я всегда желал только стрелять в ответ. А вы что, не понимаете, что на войне есть куча ситуаций, Да, когда есть. если ты первый не откроешь огонь, то в ответ уже стрелять не придется. Да, в ответ уже не придется. Так, как сейчас и получилось. Ну давайте, как получилось? Ну, получилось так, что мы стояли в посадке, нас вывезли ночью. Вывезли ночью под Бахмутом где-то, под Да. Бахмутом. В посадке нас выгрузили, сказали вам идти в ту сторону. Через посадку, через поле там. Когда мы шли, ну, дошли до одной позиции, через балку, через речку вышли мы встретили человека, ну, уже там, который был, наш военный человек, все. Он говорит, ждите, сейчас придет проводник. Оказывается, там еще у нас и проводник должен был. Проводника мы не дождались. Он сказал, говорит, ждите здесь, говорит, возле посадки, говорит, проводник придет. Мы просидели до утра. Бой мы видели, ну, слышали. Войну там где-то за 2, за 3 поля где-то бой там шел. В конце концов подошел командир наш уже, я имею в виду командир взвода. Пришел, говорит, сейчас окапывайтесь в посадке, утром будем собирать боеприпасы. Мы, ну, куда ночью окапываться, непонятно где, что. Да. Мы просто в посадке уложились, все, и то нас было 6 человек, ну, группа, 6 человек. Остальные разэтовались в другую сторону. Дело в том, что когда уже утро пришло, мы уже начали осматриваться, где, что, как. Уже тишина была, никто ничего не стрелял. Пришел Китай, ну, у него позывной Китай. Пришел Китай, говорит, так и так, говорит, давайте, говорит, боеприпасы собирайте все. Ну, мы там, правда, глянули на это все, там, боеприпасов, мать моя родная, уйма была. Там такое ощущение, что они бежали куда-то неизвестно, все побросали и побежали, и черт его. А кто это бежал? А, с-под Бахмута тот, кто выходил, да? Да, из-под Бахмута. Вас туда завели на чужие позиции, и там полно боеприпасов. Нет, мы еще на своих были позициях, Да. потому что мы начали смотреть, там бронежилеты наши лежали, Да. российские бронежилеты. Ну правильно, на своих позициях, но вы обнаружили Да. то, что лежит, а тот, кто выходил перед вами, оставил? Да. А кто это был? Ну, я только знаю, что так, 201-я рота была. 202-я рота с нами была, 203-я рота мы были. Потому что потом на следующую ночь. А когда это было? В каком месяце? Это был май месяц, Май. 18-19 числа это было. Там крупнейшее было под Бахмутом, крупнейший этот пошел, потому что там очень сильно
стрельба была. Нас оставили, нашу группу оставили на позиции, где мы были. Сказали окопаться, как и все, и собирать эти боеприпасы. Наша рота и плюс там, которая еще была, мы, оказывается, там должны были эту роту прикрыть, или то лишь как бы, ну что-то такое, типа. Не получилось у наших там ничего, и все отошли назад. Ночью это мы слышали, мы где-то от них, ночью где-то, ну, метров, может, 500-300, вот так были. Мы слышали крики, вопли, взрывы. Когда я вышел до нашего командира, я говорю, пошли, хоть нашим поможем там, говорю. Он говорит, прислушайся. И там бомбежка конкретно шла уже, потому что наши там скучковали все, когда на отходе. Их прям в куче начали лупить минами уже, ну, с минометом. Вы это видели? Я не видел, это просто на следующий день, когда мы пошли, я уже понял, что там единицы уже остались. 200-х видели? 200-х я видел. Много? Уже на общем, ну я на нулевой пошел, мы были на первой позиции, а то на нулевая позиция, где кто наши отошли. Мы как раз, у нас один раненый был, который приполз к нам. Мы его нашли велосипед, посадили на велосипед, потому что тяжело нести было, он тяжелый был. Раненого на велосипед положили, посадили? Посадили, да, он в ногу был ранен. Ну там тяжело, ногу раздробило его. Мы его посадили, все, он только рулевал, сидел и все, а мы катили его. Вот так. Так. Мы его докатили, потом на веревке на бугор подняли, вот там канава. Подняли на бугор, и я попал на нулевую позицию, где наши уже осели конкретно, ждали дальнейших указаний. Сразу первое, что я увидел, это воронку, и возле воронки куст рост. И на кусте там висели кишки, тело, ну полтела, можно сказать, было. Это, как мне сказали, это человек, который хотел позвонить маме. Позвонил маме, и мина прям прилетела к нему в воронку. Он типа связи искал, да, хотел? Да, Того. да, звонить нельзя на войне, потому что сразу, как только, сразу у них на этом отпечатывается, где находится, и прям туда сразу мина летит. Ну, такого прям автоматического оружия у нас пока еще нет, наверное. Есть. Это нет, он просто как бы на взводе у вас вот находится оно, и все. В целом я понял, о чем вы говорите, да. Ну. Потом я, когда человека позывной Лис, я его когда уже туда отволокли мы его, да, я увидел около 30-200-х. И то я так поверхностно посмотрел, потом дальше уже прошел, где-то метра два я шагнул, человек сидел вот так на дерево, оперший, и рядом воронка. Я еще спросил, говорю, а это что, молится, что ли? Он говорит, да нет, это 200. Я говорю, как 200? Я к нему глянул, прям блиндаж, попала тоже мина, там было 3 человека. Один не успел залезть или что, внутренности полностью вырванные. Я не знаю, как еще пиджак этот на нем держался. И вот так с головой запущено. Тоже внутренности не было ничего, и ног не было. И красоты вы насмотрелись, да, такой? Да, это я насмотрелся. Про дочку вспоминали в эти моменты? Вот после этого, когда я уже пошел на свою позицию, вот тогда я вспоминал, что я зря пошел я сюда. Я не за тем пошел. Не отсюда я начал свою, как говорится, нулевой лист делать, который хотел сделать. Не на тот столкнулся. Да. Да? Оказывается, это не зависит от ручки, от бумажки. То, что тебе там напишут и скажут, что ты 0, у тебя все нормально. Боже, как же ж вы до этого дошли? А вот, когда я увидел это все, только тогда, это, мне кажется, каждому человеку доходит сразу после этого, как только это увидят. Все. Некоторым доходит, к счастью, перед этим. Ну, некоторым, да, значит, умнее, чем я. Я так понимаю, что еще раз вы бы не пошли бы, если бы знали все Нет, это. конечно, потому что, во-первых, это не для меня, это раз. И к этому, если кто-то пошел, это очень, так я скажу, очень подготовленный должен человек быть, это раз. И во-вторых, это надо
можно сказать, что не имеет души вообще. Потому что туда идти с таким этим, и тем более я там увидел, и когда просто потом я когда в плен попал, общался с людьми, просто я вспоминал некоторые варианты, ну не варианты, а некоторые случаи, когда я был в Мариуполе, тогда он Жданов назывался. Я был в Жданове, тогда там мои родственники живут или жили, я не знаю, что с ними сейчас. Сам я родился вот тоже в Макеевке, родился, в Донецкой области. И тоже общение, и просто я со стороны понял, что просто это мясо такое вышло, резать друг друга, и к чему и зачем, это я вообще не понимаю. Давайте я вас спрошу, а зачем вы сюда претесь? Ну, мы не премся, это премся, как бы вам сказать, правильно, мое впечатление, что это главнокомандующие есть, которые руководят. Ну, вы не открыли Америку? Мы не открыли Америку, я знаю. Нет. Вы пытаетесь сказать, что самый главнокомандующий дал приказ, и все остальные воюют и умирают после этого. Это как бы и так понятно, объективная истина. Я спрашиваю, зачем, с вашей точки зрения, россияне сюда прутся? Ну, так как я знаю, вернее знал, то, что Донецк и Луганск как бы Россия уже. Очень нужен был вам Донецк и Луганск? Ну, получается, нужен. Зачем? Для того, чтобы, наверное, Россия жила ж там. А России негде жить? Да, Россия крупная, как говорится, страна, везде можно жить. И много земли. А заселена на сколько процентов она? Знаете? Очень мало. Заселено. Вот очень мало, действительно. Да. То есть жить именно там. Вы если будете по 10 детей пилить на протяжении 500 лет, вы ее не заселите. Так зачем же вам Донецк и Луганск понадобился вдруг? Ну, а туда же обратились люди, которым было очень трудно. Из-за этого пошли в помощь. Надо было забрать людей к себе на необжитые территории, которым очень трудно помочь. Ну, это они там уже не решили, я тоже эти вопросы не решаю. Так, видите. Знаете, что самое интересное? До того, как вы их не пришли защищать, этих людей, в 2014 году, это же в 2014 все началось, не в 2022. Хотя, по моей информации, что в 2014 году, как бы... Мы пришли. Да. Мы к себе пришли в 2014 Да, у меня там... Жили-жили и пришли к себе. Ну вот именно, что не к себе, а как бы к тем бунтующим людям, которые... Бунтующим людям. Ну да, я понял так, что люди, которые хотели жить в России, их поголовно там начали улаживать. Улаживать, значит. Да. Странная ситуация, понимаете, в чем дело? Жила себе Украина нормально, спокойно. Донецкая область, Луганская были одни из самых процветающих регионов. Ну да. То есть все было хорошо до 2014 года, да? Все прекрасно. В 2014 году туда приходит Россия. Ну вы просто все не хотите типа этого понимать, что туда пришла Россия. Не, ну почему не хотим понимать? Вот именно я многое начинаю понимать только здесь, а не там, где, когда я был в России. Не, ну если Соловьева смотреть, то не поймете никогда, конечно. Вот там нацисты, нацисты и нацисты. Это покажите понятно. мне нацистов. Вот Нет, вы в плену. мне тоже говорили нацисты, эти, говорили тут с немецкими этими ходят. Ну, власти. конечно, все язык айли кидают друг другу. Мне еще говорили, обязательно что утром, здесь- в обед и вечером. Мне дело в том, что даже сказали, что здесь я с украинцами воевать не буду. Ну, понятно. Конечно, Я только буду- с натовцами. Да, Или с Гитлером, восставшим из мертвых. натовцев. Да. Сказали, что тут... Ну, для вас натовцы и нацисты, это, в принципе, я так понял, уже одно и то же, да? Вы их Ну, в типа... принципе, как бы да, потому что потому НАТО, что- ну, хер с ним, ладно. НАТО это там. Понятно. Так где НАТО? Так дело, в том, что я вообще ни разу ни одного не увидел. Хотя том-то тут и говорили, что тут прям напичкано ими. Да, блядь. Да. Сидит он. Не, ну это уже, ну, реально просто... Нет, я этого не увидел. Зритель, конечно, не поймет, но когда это послушаешь, вот это 7 историй к ряду в день, то уже, ну, просто уже начинаешь уже, ну, это уже действительно, да не смешно, но это уже и какая-то истерика просто, потому Ну, что, вы, ну, как наверное, это, люди поняли. взрослые сидят и верят, ну, НАТО, да, допустим, а Финляндия вот в НАТО, что ж вы в них не стреляете, они же к вашим берегам подошли, уже в бинокль смотрят уже на вас, все.
Но если НАТО такие страшные, идите с Америкой воюйте, в конце концов. Там же В принципе, тут так и получается, наверное, что мы с Америкой воюем только через вас. только Америка не пришла. Да, только Америка не пришла. А получается, так как бы вас заслала она. Да, заслала. Вот Не, ну так- дома мы у себя сидели, Ну жили, и нас раз прислала Америка к себе же, собственно, домой, в свои же области. Ну что за чепуха? Ну, что этого, они, наверное, не поймет никто, пока сюда не повезут. А потом начнут понимать, что реально здесь не так, как, допустим, оно сказано по телевизору. Не, по телевизору у вас говорят, что в 2014 году, вот если вернуться к этой истории, в 2014 году мы там что-то начали страшное делать. Во-первых, что они говорят не полуправду даже, и даже не четверть правды, и не 10% правды. И вообще они не говорят причинно-следственную связь. Что и как происходило и почему. А если бы они просто взяли, объяснили, что в 2014 году Россия зашла туда Россия, типа как кого-то защищать, и вот с этого как раз все началось, то тогда вам было бы понятнее, в чем беда. Потому что, говорю, жили хорошо, спокойно, прекрасно, мирно. Ну да. Заходит в 2014 году Россия сначала в Крым, потом на Донбасс, начинается война. Что-то вы там кого-то там, вы там типа кого-то там защищали 8 лет. 19, 20, 21 года на убыль сильно пошли жертвы, потому что перестали уже такие активные военные действия. Ваш Путин выходит и говорит, что-то как-то оно все затихает, слабо. Теперь вот надо их защитить по-настоящему. И в 22 году начинает защищать по-настоящему. И Донбасс, который он защищал, я вам могу показать. От городов ничего не осталось уже. Я по вашему телевидению увидел только здесь это. Ну, так и есть по телевидению, как хотите. Ну, нет городов. Были города и нет. Вот их защищает Россия. Ну, плюс еще и от зеков избавился. Ему теперь кормить не надо их. Это ж плюс государство. Ну, я вам скажу, что вы правы, потому что я сегодня и вчера общаюсь 2 дня вот так вот по полчаса с каждым примерно, там полчаса, 15 минут, 40 минут. Почти все зэки. Да. У нас, допустим, я вам так скажу, 26 апреля мы, когда приехали в Ростов на военвет, это как раз первый контракт, 26-го мы там же. Вот с Ростовской области вывезли 500 человек, можно грубо говоря, 450 человек. С одной зоны? Нет, с Ростовской области. А, со всей области. Да. Это нас в один этот загнали, Ну. 450 человек. Только там разделились. Одни в Луганск уехали, другие в Донецк. Понятно. Ну, это с Ростовской области, а с разных областей. Так и плюс, а тут я уже увидел, тут мать Морона, из Владикавказа, и я думал, всего лишь тут, тут весь мир. Ну, вся ваш Россия русский здесь. мир Да, тут. наш мир русский. Весь здесь. Я, конечно, этого не ожидал увидеть. Я все лишь думал, что это. Ну, а так, честно сказать вам, зэков похоронили хорошо. Ну, это Путину удалось нас туда вовлечь и избавиться от нас. Как вы попали в плен? В плен, когда 20 числа, 20 мая этого года мы стояли на позиции, на посадке. Я был в середине посадки, а с краю, с правой стороны получается, подошли ваши, начался обстрел оттуда. Так. Автоматный, пулеметный, снайперский. Ну, пулемета я не слышал, скорее всего, автоматный и снайперский был обстрел. С правой стороны на мои окопы пришли люди уже раненые. Начали объяснять мне, что так и так обошли, начали обстрел. Бах, позывной Бах, и Китай, командир взвода, и я. Мы втроем туда побежали, в сторону обстрела, где был обстрел.
Мы осмотрелись, по нам кинули, ну, то бишь не по нам, а по мне. Когда я хотел с посадки выйти, обойти их сторону, по мне сразу пульнули гранату. Я успел отскочить, упал, она там взорвала все. Я понял, что туда лезть бесполезно. Туда не ходи. Да. Начали посредине подходить, начался, ну, с вашей стороны начался упорный огонь такой. Ну и все, мы начали отходить вниз. Когда мы дошли до, ну, там, где они окопались, вот с правой стороны у нас край был, и плюс к середине еще вторая линия была у нас. Там сидели автоматчик и пулеметчик. Люди сидели в окопах. Я им сказал, сидите, ждите здесь. Объяснил им ситуацию, все. А сам пошел раненых выводить туда, на речку, чтобы их вывести. Там человек 5 раненых было. Я когда вернулся уже к своему окопу, говорю, пацаны, собирайтесь, я тебя к речке выйдем, говорю, выведу вас. Прилетела мина, сначала под ногой мне гахнула, меня контузило, я за ветки ухватился, не пойму, в глазах темно, вообще не увидел никогда. Когда уже начал глаза открывать, над головой вторая мина гахнула. Или она как-то зацепилась за кущери, что она не долетела до земли, что разорвала ее в воздухе. У меня осколок в голове вытягивали в Харькове. Вытянули. В Харькове вытянули? Да, в Харькове. Натовцы или нацисты вытягивали? Да. Ну, это юмор. Юмор. Да, я понял. Но это был бы юмор, если бы у вас эту ахинею по телевизору не рассказывали днем и ночью, то это был бы юмор. А так я не знаю, что это такое. Не, ну мы друг друга поняли, то, что нам сказали одно, здесь я увидел совсем другое. Ну да. Хотя я, допустим, понимаю, Россия увидит этот... Да Россия все равно скажет, что я вас заставил это говорить, какая разница. Ну, там да. же не верят никто никому. Там все под палкой и, извините, под пиздюлиной только делается. А если я с вами по-нормальному разговариваю, они же в это не поверят все равно. Ну, я не знаю, я даже в камеру обращусь, скажу, что тут без силы, никакого напряга нету по поводу подавания тому, что я сейчас разговариваю. Так что насчет этого все тут нормально. И дело в том, что вторая мина, когда взорвалась, все, я упал. Уже без сознания. Я уже потом, когда глаза открыл, надо мной стоял Китай, по щекам я бахал. Я уже открыл глаза, и он мне сразу обезболивающее в ногу уколол. Хотя не надо было этого делать. Ну, потому что я еще в себя не пришел, когда у меня полностью парализовало, мне надо было хоть чувство прийти. А так как он меня уколол, как мне потом объяснили, ты не мог уже сознательно соображать, что у тебя случилось. Из-за этого у тебя плюс еще сразу потеря этих мыслей, всего, ну, контролируемого того, что ты должен контролировать свое тело. Да. Ты сразу укололся, и все, ты не контролируешь. Вот это из-за этого могло и получиться сразу так. Короче, вы опять потеряли сознание, так понял? Да, я опять потерял сознание, потом уже очнулся, меня несли на носилках. Человек 8 вокруг меня было, я понял, что куда-то вниз по дороге несли. Все, потом я что-то хотел, и опять я сознание потерял. Потом опять я очнулся. Ну, очнулся уже под посадкой, вокруг никого нету. Вообще никого. Я посмотрел, оглянулся, и никого. Я стал пытать ногу, руку, не работает, ничего. А тут я почувствовал, что болит. Я рукой туда, кровь идет. Предплечье понял, что раненый или осколки у меня. Ну тогда я не знал, что осколки. Думал, может, ранили. С головы кровь шла, все. Я вот пока осмотрелся, посмотрел, услышал стрельба. Где-то за посадкой была. Я огляделся, посмотрел, в каком районе я находился примерно. Знаю, что тут рядышком водосточная яма есть от дороги. Я вот это на левой стороне я выполз, пополз к этой яме. Скрыться, чтобы
не зацепило меня. Туда залез, опять сознание я потерял, по-моему. Ничего не понимаю. А кто вас на носилках нес, вы хоть поняли? Я понял, несли наши. Ну, Нес Китай, нес. Я видел там, и еще ребята, которые были в нашей группе там, да. несли. Ну, Ну и получалось так, что меня бросили, сами смонались, и все. так они же вас отнесли уже в относительно безопасное Нет, место. небезопасное. А что, там тоже был обстрел в этом Да, месте? я ж когда начал уже в себя проходить, осматривать, где я нахожусь, понимаю, что тут недалеко дорога, тут канава, и услышал сразу стрельбу. Посадки. Я понимаю, но ружья своих же ж не бросают. Ну, я не знаю, что в этой ситуации вам сказать, потому что получилось так, что я оказался в таком положении. Я не могу тоже сказать, в принципе, с одной стороны, бросили они меня или нет, тоже не могу. Я потом начал поэтапно интересоваться с группы Z, 72-й бригады, насчет своей, только попало 3 человека из них. И Сюда? Да. В плен? Да, Не, в плен или сюда, потому что... сюда. Ну так это ж, Ну, я имею в виду сюда. это ж последний этап. Я уже тут нахожусь уже месяц. И никто... А есть, которые год находятся? Все-таки есть выжившие. Ну, значит, и просто я жду, может, хоть кто-то приедет как-то. Ну, вот один тут и есть человек, с которым я общался, он говорит, тот, ну, то бишь наш командир взвода, его 200-го, его как бы убило там. Не знаю как. И дело в том, что я когда в канаве полз, я уже вниз сполз, можно сказать, с дороги вниз. Ну, я имею в виду не с дороги, а по дороге вниз, только в канаве, водосточной. Там опять или пытались прорваться, или не знаю, что там, попытки какие-то были. Это на второй день, или даже на вторую ночь. Сразу тоже минометы начали бахать там. Я тогда уже, там бетонное перекрытие на водостоке было, я уже там спрятался, уже думал, все. А когда меня вот это нашли, и то я думаю, что меня случайно нашли. Потому что я лежал, тишина была, вообще я в кущерях там под деревом, как меня вообще увидели, я не знаю. Я лежал там, ну, мертвым был, я уже, в принципе, прощался со всем. Уже третье, ну, я еще не знал, какие сутки. Это я узнал, когда уже разговаривали с азовцы, когда сказали 23 число. Я помнил, что 20-го меня тогда начало. Уже потом, уже думаю, 20. Но дочку вспоминали в это время. Да, я, в принципе, прощался с ней. И Я дочку, все время к этому возвращаюсь, потому что вы же из-за нее фактически пошли. да, за дочки, за внучки. Ну, Я хотел очень увидеть внучку, дочку. вы бы ее спокойно увидели бы через год. Да, спокойно я, конечно, увидел. Может и раньше, я не знаю, у вас удой бывает, не бывает? Да, бывает, есть УДО у нас, все. Ну, так получилось, что... Ну, лежали, прощались. Лежали в кущах, прощались. У меня спросили, живой? Русским голосом, все. Я думал, это кто-то из наших. Русских голосов не бывает. Бывают языки или речь. Ну, я извиняюсь за свою тогда речь, что я так сказал. Ну, я так высказался. Я надеюсь, вы поняли. Да ну понял. И так получилось, что когда я голову поднял, я только лицо не увидел, а увидел как бы форму пятнистую. Ага. Но я подумал, что наши это. Ага. Я начал матом крыть. А что начали крыть? Что кончено, что вы бросили меня тут и убежали. Я думал, что наши, Колорит там, ну. ну, в общем, выражал там свои. Понятно. Ну они поняли, к кому вы обращаетесь, я думаю. Он меня по плечу похлопал и руку тянет. Ну, я и молчит ничего, только смеются.
Я услышал, что смеются там. Я руку дал, они мне, вернее, не они, а он. Он меня вытянул оттуда. Он без автомата был, без ничего, стоял уже так, повернулся ко мне, что я могу уже прямо, уже смотрю, форма натовская, я сразу, у меня мысль, ну вот я нарвался на негров. Потом рассмотрел, уже молодой человек стоял и общался со мной, ну, грубо говоря, на русском. Нельзя говорить слово негры, вы знаете? Это нетолерантно. Ну. Так, стоял молодой человек еще. Я уже понял, что это с Украины ребята, военные, что все. Я попал в плен. Так, В дальнейшем я не знал, что будет происходить. Он чисто по рации начал вызывать, что есть 300-й, куда, чего. Другие люди, я слышал, там, ну, которые стояли там рядом, я их не знаю, вернее, не видел. Слышал, говорит, да, говорит, застрелить его, говорит. Да и все, говорит. А этот нет, он по рации сказал, говорит, сказали, говорит, его на базу. Принесли носилки, все, он у меня спросил, говорит, что, я говорю, наверное, говорю, парализован, говорю, правая сторона вообще не слушается, не знаю, что с ней. Он полез у меня посмотреть, что там предплечье, руку сразу убрал, такой, говорю, мать моя, я такой, да, говорю, у тебя там черви, говорит. Ну, тут предплечье, говорит, там черви, да. У меня уже черви там жрать начали. Я единственное, что этому человеку только сказал, большое спасибо, что даешь мне второй шанс на жизнь. Я понял, это я все понимаю, это все лирика. А шокерами били вас, наверное, там какими-то? Нет, меня не били, меня сразу отвезли, погрузили, отвезли сразу, наверное, местный там госпиталь был. Ну вы же к азовцам попали? Азовцы меня вытянули. Азовцы вытянули. Да. Ну, А куда дальше? Они должны были сразу вам хотя бы свастику вырезать на груди. Нет, не знаю, кто там что там вырезает. Вы про темнокожих говорили, вот смотрите. Из какого города? Москвы? Вот он. С Кот-д'Ивуара. Да? Как вас сюда занесло? Ну, на войну пошел. На войну пошел? Почему решили пойти? Ну, надо защищать. Вторая родина. Родину защищаю. У вас гражданство есть в России? Нет пока. Кот-д'Ивуар, да? Вот надо гражданство таким защитникам нашей страны. Вот, защитникам вашей страны. Только вот мы никак понять не можем, что же эти защитники вашей страны у нас в стране здесь делают. Это раз. И два. Вы такого как раз ожидали здесь в Украине увидеть? Так они у вас там есть. Что это за россиян, за прикол такой вообще? Они все видят у кого-то, но ничего не видят у себя. Почему? Наверное, ж видят, но скрывают. Ну смотрите, они говорят, что здесь наемники, да? Да. Спорить не буду. Есть люди из других стран, их правда очень-очень мало, там какой-то 0,01%, но они все у нас приходят, проходят проверку, официально идут на контракт. Официально идут на контракт, это не наемники. Они в вооруженных силах Украины. У вас же в том числе куча ЧВК, их уже там, я не знаю, не посчитаешь просто эти ЧВК. Вот Пригожинская ЧВК, Вагнер, например, которая, да? Которая сейчас в Беларуси. Никакого отношения к вооруженным силам прямого не имеет. Не имеет. К министерству нападения вашего оно отношения не имеет. Наемники, чистые наемники, запрещено по России, в российском законодательстве наемничество. Запрещено. 1,5 года отвоевали, всех все устраивало. Наемники у нас. А у вас под носом воюют наемники. Реальные. Но они их не видят, но видят у нас. Тех, которых нет, но их видят. Ну, во-первых, в эту, как говорится, власть, у них, как они там порешали, наверное, между собой как-то решили все-таки этот вопрос. Да.
Если Решили. Забили хер и все. Ну, те воюют, и этих все устраивает. Что? Ну, они даже дали ему возможность набирать с зон. Ведь Пригожин же сначала начал зон набирать. ну, я не знаю, я не пошел. А предлагали? Да. Вагнер предлагали, Вагнер не пошел. А чё ж Вагнер не пошел, а вот Шторм З пошел? Нет, это не Шторм З. Сначала Миноборона. Шторм З нас, Я понял. нас сначала вообще 88-ю бригаду определили. Я понял. Потом 123-ю. А потом за сутки до этого всего, что случилось. Так а в чем разница, я не могу понять. Ну, что Вагнер предлагал полгода отвоевать и помиловку по всем статьям, что здесь вам обещают полгода повоевать и чистый лист, как вы сказали. Одинаковые Ну, условия. слушок насчет Вагнера совсем другой был. Что они в пекло закидывают людей. Прямым образом. Слушок, А конечно, оказалось честно. так, что прямым образом даже тут получилось, что вкинули. А есть какой-нибудь служок, кого не закидывают у вас там в пекло, потому что я как бы с разными общаюсь уже полтора Ну года. да. И в общем-то, ну, разницы никакой по сути нет. Но дело в том, что вот эта информация до нас туда не доходит. Если бы доходила бы, я думаю, оттуда уже больше сюда никто не приехал бы. Короче, помощь вам в плену оказали, бить не били. Странно. Азовцы вас, по сути, вытянули. Или Да. один азовец, я не знаю, как там было. Да, с бригады Азов вытянул. Ну, так, а азовцы это же у вас вообще самые страшные люди. Какие есть только. Я слышал. Но Ну, наверное, один со стопом попался такой. один нормальный все-таки, и он попался именно вам, а вот остальные все вот такие вот плохие. Не знаю, кто остальные. Я говорю за то, что я реально видел. Ладно. Реально, что Мы номеров не нашли, никаких не дозвонились. Да, нашли? Давай. Добрый день. Добрый, добрый. Меня зовут Владимир, я журналист. Я понял. Это кто? Вы с братом хотите поговорить? Да, хочу. Алло. Да вы возьмите как-то телефон, ну нормально, что-то у вас, ничего, я картинку не вижу никакую. Ну, я куху держу. Так куху не надо, перед собой возьмите. Ага, хорошо. Все ж слышно, все ж слышно. О, значит, да, все видно, все нормально. Разговор под записи для публикации, услышали? Передаю трубку. Что? Я говорю, разговор происходит под запись. Да не, это вы, наверное, зависли. Я говорю, разговор происходит под записи для публикации. Хорошо, давайте. Привет, братан. Здравствуй, братишка. Как сам? Рассказывай, что? Бро. Мы тебя обыскались везде, звонили везде по этим самым. Все нормально, братуша. Пока успокойся, все. Живое, все. Нахожусь сейчас на Украине. Я Да в вы плену. выше чуть-чуть поднимите, чтобы он вас видел, и ближе, чтобы слышал. Вот так. Да. В плену. Я понял, что ты в плену, ты сказали. Я написал я. Что они выдвигают свои требования, что они хотят? Пока ничего у вас. Ничего. Они там сами будут. Как не может быть две воюющие страны ничего не хотят? Что-то ж они хотят за тебя. Вась. Я не знаю, тут. Я не слышу тебя, Саня. Ты меня Скажи, слышишь? Да, я тебя слышу хорошо. золото, бриллиант. Ты меня слышишь, Вась? Алло. Вот сейчас ты зависаешь, и плохая связь. А ну да, я сейчас отойду куда-нибудь. А так нормально? Меня слышишь? Да, тебя слышно, нормально. Опять. А тебя плохо. А? Да или ты зависаешь, или не знаю, кто. Так в сверхдержаве там очень крутой интернет везде. Ладно, алло, брателло. Братка. Говори. Короче, все нормально, я в плену. Понял? Я тебя понял, услышал, я тебя услышал. Что они хотят, чтобы тебя оттуда забрать? Что они? Денег хотят? Что они хотят? Что Конечно. конкретно? Это люди такие, понимаешь, сынок? Ну да. Братуша, Расскажите про людей тут. они ничего не хотят. Они хотят, чтобы их список с России придет,
я буду в списке, и я поеду домой. Я тебя услышал, я тебя услышал. Ну, это не просто так, потому что он журналист, он, значит, какую-то провокацию будет делать Конечно, против нашей страны. обязательно. А я патриот, ты сам знаешь. Ну да. Братишка, мы Можно, все можно я патриоты. спрошу вопрос? Вась, сейчас тут хотят спросить меня. Ну, говори. Да, добрый день. А что вы имеете в виду? Люди такие какие-то, люди такие. Какие люди? Потому что мы наслышаны о ваших зверствах. Да. Наши пацаны приходят от вас и то же самое рассказывают о ваших зверствах. Что вы там и головы отрезаете, и... Было такое? Честно, вот скажи, честно. Честно говорю, это Ты по... вот журналист, честно. Честно говорю, нет. Нет. Как нет? Ну, так вот, когда только наоборот. Ну, ваши же грузинские там боевики выкладывали. Все, хвастались, как они... Вы сколько вы будете еще про это видео говорить, скажите, пожалуйста? Этому видео уже лет 10, наверное, или 8, или 7. На этом видео ничего ни хрена не понятно, но вы его продолжаете долбить, это видео. Скажите, сколько еще лет? Лет 15 еще вы будете говорить про это У видео. меня в подсознании. Спасибо. вот Подсознание. Подсознание. И все, веры, как можно? Да. Два народа, братских Да, народа. да. И занимаются братоубийством. Ну, Как я не... может быть такое? А зачем вы пришли сюда, чтобы заниматься братоубийством? Мы к вам не приходили, мы пришли защищать свой Да народ. что вы говорите? Вы карту видели, когда-нибудь открывали? Видели, Ну, видели. так откройте и посмотрите, где Украина находится, где Россия и где сейчас ваши войска. Вы в каком городе живете? Вы в каком городе живете? Так какая разница? Не, ну интересно, интересно. Не, ну чтоб вы туда снарядик прислали. Вы что, сумасшедший? У меня нет, во-первых, снарядиков. Ну, хорошо, давайте я вас по-другому спрошу. Ваш брат сейчас находится во Львове, он здесь что делает? Вы из какого города? Потому что вы его в плен взяли. Таганрог. А? Таганрог. Таганрог. Ну, конечно, мы взяли его в плен. А почему мы его взяли в плен? Я не знаю. Ну, как вы как патриот настоящий должны знать. Вы же патриот? Патриот. Патриот. Ну, так давайте подумаем. Да. Получилось так. Ну, как получилось? Ну, как вы? Ваш брат из города Таганрог. Вы, возможно, тоже из города Таганрог. Я не знаю. Да. Но ваш брат пришел в город... В какой? Я уже забыл. Где? Бахмут. В город Бахмут. Украинский. То есть не мы к вам пришли в Таганрог, а ваш брат к нам в Бахмут. Понимаете разницу? Понимаю. Ну, так что же вы говорите, что вы к нам не пришли? А ваши издевательства над своим же народом, а издевательства над детьми... Вас как зовут? А? Вас как зовут? Василий, Василий, позвольте нам со своим народом самостоятельно разобраться. А то у меня такое впечатление, что вы из Таганрога, из маршрутки больше знаете про наш народ, чем я сам. ну, возможно. Может быть такое? Допускаете? Ладно, ребят, Спасибо. я хочу просто попросить, просто не издевайтесь над моим братом, хорошо? Раз уже так получилось... Ваш брат сейчас вам расскажет, как над ними издевались сам, а я вам скажу, что возвращение вашего брата зависит от вас. Значит, пусть ваше министерство убийств, оно же нападение, отдаст нашего человека пленного вместо него и забирайте вашего брата, потому что он нам здесь не нужен. Понятно? И ни золота, ни бриллиантов, и ничего больше нам не нужно. Человека нашего отдайте, пусть ваше министерство убийств отдаст нашего человека. А для того, чтобы они его отдали, для того, чтобы вашего брата забрали, вы должны по 2 звонка хотя бы в день делать в министерство убийств и во все военкоматы. Тогда они зашевелятся и включат его в список и заберут. А иначе не заберут. Будет у нас тут до конца дней своих инфраструктуру отстраивать. Вот так. Расскажите, как вас издевались как над вами. Алло, братуша. Да, говори, сынок. Короче, 20 мая мины, короче, взорвались у меня под ногой, над головой.
Получил ранение осколочное предплечье. Правая сторона полностью у меня Патриот. не работает. Парализован. Правая сторона. Ну, потихоньку отходит. Меня 3 суток я пролежал в канаве над дорогой, короче, полз к своим, короче. Ну, наши отошли, короче, в принципе, можно так сказать, что наши меня и бросили. Вы брату такого Дальше не говорите, я тебе потому так что ему на плакате написали, что русские своих не бросают, так быть не может. Он патриот. Дальше, короче, получилось так, что меня нашли азовцы. Мне сейчас голова взорвется. Я понял. Ну все, Я тебя услышал. дальше все. Услышал. Ну. Услышал я тебя. Меня слышно? Да, слышу вас хорошо. Так азовцы что сделали? Азовцы меня вытянули с ямы, где я скрывался, где я там без сознания валялся, блядь. 3 суток. Ни воды, ни хрена, ничего. Я думал, уже все. Мне пиздец, короче, я думал, блядь. Они на носилки и в местные, как бы, медицину, короче, предоставили хорошую очень даже. Я был сам в шоке. Я думал, меня расстреляют на месте. Но никто ничего меня не расстрелял, никто ничего. А наоборот, вызвали машину и меня в первую очередь сразу отправили в медицину. Я услышал. Саня, ну я позвоню в военкомат, я поеду туда. Вася, оставь мне свои, братуша, оставь мне свои цифры, чтобы я мог тебе звонить. Вот это спасибо вот этим ребятам, что пришли сюда. Да это такие люди, вы их не знаете. Они обязательно будут делать какую-то провокацию против вашей страны. Слушай меня, у него в WhatsApp есть вот этот номер, Да, по которому я сейчас разговариваю. да, есть. Пусть он тебе его перепишет. Это Викин номер телефона, я сейчас на нем, потому что тот Всё. у меня сгорел телефон. Все, я понял, братуша, да, я понял. Сними очки. А? Очки сними. Вот теперь больно. Плохо вижу, у меня давление подскочило аж в глазах. Все, нормально, Вася, все, живое, все. Включайте срочно Соловьева, Так что все хорошо. Понял? Скобееву. Нормально относятся, все, медицину предоставляют мне Как тут это зовут? нормально. Радиоактивный пепел. И сразу Так что раз. тут все хорошо, Вася. Я тебя услышал, Саня. Ну, Не пытают, Вася. вот радует, что живой. Понимаешь, радует, что хоть живой. Так что все. Потому что у нас тут, знаешь, потери какие, хоронят каждый день. Я по курсам, я знаю. С моей роты, там может человек 30 и осталось живых, и то. Непонятно, где они. Так что, Ты понял, да? да, Вася. Он тебе даст вот этот номер телефона? Да, Спроси его. даст, Вася. Даст я ему номер телефона. Да. Только заберите его отсюда. Только просят, чтобы ты забрал меня отсюда. Заберу, Саня. Звоните как патриот во все патриотичные службы. Ты слышишь его, Вася? Так и говорите: здравствуйте, я патриот, заберите моего брата патриота. Так что, брателло, Позвоню. Верните его к патриотам. сеструхи, Так просто не оставим. Конечно, Нет, буду звонить. естественно. сеструхи, короче, сеструху успокой там, Вася. Там я письмо писал от Красного Креста. Наверное, еще не было, да? Вообще ничего не приходило. Ну, скоро придет, значит. Я обращался, значит, в военную полицию, потом в Министерство обороны по этому самому, по Ростовскому округу, ну, и знаю, вот это у них, Ну. по поводу тебя. Понял? Там никто ничего не знает. Ездил 2 раза в военкомат, узнавал. Они там вообще ничего не знают, Сань. Ну, тебя же, Вообще я понял. Теперь, Вася, ты знаешь, где я, что я живой, и все нормально. Так что можешь смело туда, короче, и говорить, что я в плену, живой, и все. Во Львове ты, да, в плену во Львове, да? Ну, тут одна тюрьма для военнопленных. Понял? Да, я понял. Так что успокой там всех, сеструху
Витю всех там успокой, что все нормально. Да, конечно, успокою. Что теперь, уже теперь ясно, что, ну что теперь делать, потому что случилось, то уже случилось. Конечно. Так что, Понятно? все. Ну все, Вася, давай, все, будем заканчивать. патриотический Короче, разговор. Вася, я... Пусть тебе напишет этот номер телефона. Да, Саня. напишет. И я сразу... По тому номеру телефона, что ты оставлял, там он не в сети вообще. Да его и нет уже в живых того телефона. Ладно, все, давай, братуш. Все, давай. Всем привет. Все, давай, брат. Давай, держись. Все, обязательно видео то посмотрите еще раз, которое вы уже 8 лет крутите по кругу. И включайте «Россия» какой там, 1? Там сейчас Соловьев. так шоу, да. Вам сейчас все там... Да, У нас много. да, да, много. Там вам расскажут про азовцев, про всех расскажут. Азовцы же самые плохие, правильно? За азовцев там вообще ничего не А, не говорят уже. А за кого говорят? Ни за кого не Ну говорят. как, а натовцы? А что натовцы? Натовцы у НАТО, в себя в Европе там. А, да? Странно, у вас какая-то речь не патриотическая, они вроде как все тут, ну, вы же с НАТО воюете, а НАТО взяла и не пришла. Вот он, это Мы НАТО. воюем с нацистами. С нацистами. Да. А где же они прячутся? А чего они прячутся? Они убивают народ мирный. Мирный народ убивают. А ваши убивают исключительно не мирный народ. А ракеты 1,5 года ваши зачем сюда летят? В кого? В нацистов? А ваши зачем сюда летят? Тот же самый вопрос. Ну, наши и будут лететь. И будут. Ну да, да, да. Потому что ваши начали сюда лететь, наши летят в ответ. Знаете ли, так бывает. В эту игру могут играть двое, представляете? Вы не думали даже, а оно может быть. Переговоров. Паренек, Переговор. послушай меня внимательно. Если бы вы были, мозги включали, сели бы за стол переговоров, А. этой бы войны уже давно бы не было. То есть вы сюда... Я тебе клянусь. То есть вы сюда поперли, да, без переговоров, без ничего, а мы должны были включить мозги, сесть за стол переговоров. Так мы и сидели за тем столом переговоров, начиная с 2014 года. Не вылазили из него. Трехсторонняя контактная группа, Минские соглашения, нормандский формат, что угодно. Ну, сидели и разговаривали, что вы сюда поперлись вдруг в 22 году? Теперь вот посмотри, Минские соглашения. Вы обманули с Минскими соглашениями? Да? Обманули. Как это мы обманули? Вот это ваши Подожди, немецкие там, и обождите, как это мы вас обманули? Это была просто ловушка. Как мы вас обманули с Минскими соглашениями? Как мы могли таких опытных дипломатов взять и обмануть? Объясняю. Ну каким образом мы обманули вас с Минским? Вы с 2014 года Донбасс бомбили. Бомбили Бомбас? Вы бомбили. А почему? А вы не бомбили? А мы не бомбили. А вы бомбили тоже. Да. А знаете что? Знаете что? Донбасс был прекрасным процветающим регионом до 2014 года, пока вы туда не пришли его защищать. Не был он там. Там Не люди, был? значит, не поднялись бы на восстание. Ну, против на восстание, да, на восстание. А что там делали ваши Гиркины, Стрелковые, эти вот Бородаи всякие, Моторолы? Что они там забыли у нас на Донбассе? Давайте с Минскими интересно. Они коренные жители Донбасса. Да будет известно, если вам не известно это. Кто? Стрелков, Бородай и Моторола коренные жители Донбасса? Да, Да, коренные. 100%. В шахте родились. Да нет, вы можете меня... На терриконах. Потому что через телефон понятно. На терриконах это самое родились. Не, вы мне скажите, как с Минскими мы вас обманули? Потому что там мы прям их выполняли, а вы нет. Ребят, честно вам скажу, я не политик, мне интересно. Я знаю, что есть, то и есть. Там есть высшие умы, которые разбираются. Вы не подозреваете, что у этих высших умов от бункера крыша потекла? Они бы эти высшие умы иногда в свет выходили, так был бы толк какой-то. А то... Народу, да, к народу. К народу, да. К народу, да. Да, к народу.
А они что-то не выходят. Чего? Путин, когда куда не идет, у него везде охрана, вот это 250 человек вокруг бегает, не знаете? А почему ваш Зеленский не выходит и идет, у него тоже охраны там? А наш Зеленский нормально приезжает, с бойцами общается, все хорошо, все прекрасно. Видели? Ну да, видели. Вот. Ну вы понимаете, в чем дело, да? Самая большая проблема глобальная. Вы бы сидели бы у себя дома, и не было бы этого, и не надо было бы быть патриотом. Я прошу уже, не обижайте моего брата. Да не надо ничего просить. Как вы можете вообще, как вы русский патриот вообще можете о чем-то просить украинца? Ну я же, наверное, нацист, а вы меня о чем-то просите. Ну что, как это? Вы же тоже просите. Когда у вас в беду, у вас, наверное, нету ни брата, ни сестры, у вас, наверное, нету. Судя по вашим разговорам, вот вы журналист, да? Да, Вы да, журналист, да? Судя по разговорам, у вас нету близких, вы, наверное, в семье один. Когда мой близкий придет к вам в Таганрог с автоматом людей убивать, то тогда, может быть, я о чем-то и начну и просить, я не знаю. Но пока что ваш брат пришел сюда, к нам в Украину, с автоматом, понимаете? А если вы не понимаете, что он был в Украине, то откройте карту и посмотрите, и задайтесь вопросом, что на территории суверенного государства делает ваш брат и еще сотни тысяч таких же, как он. Кого они здесь нахрен защищают? Если, еще раз повторяю, нормально жили, нормальный был регион, пока вы сюда не приперлись. А по поводу того, что они все коренные жители Донбасса, ну... Знаете, у нас вот под этим видео с вашим братом разговором будет закреплена ссылочка, там написано 8 лет, видео про 8 лет. Я там по хронологии разложил, что и как. Вы смотрите, только, я не знаю, возьмите лед какой-то и так далее, ну, сядьте на него, чтобы ничего у вас не сгорело. Вот. Потому что там много будет информации, которая вас может удивить очень сильно. Да. А брат ваш в порядке? Брат ваш в порядке? Смотрите. Золкин моя фамилия, и канал у меня есть. Там общение с российскими военнопленными в Ютубе уже на протяжении 1,5 лет. И если вы послушаете, что они говорили полгода назад, 7 месяцев назад, 13 месяцев назад, а потом посмотрите на карту боевых действий, то вы поймете, что пленные ваши говорили мне правду, а по телевизору вам брехали все это время. Понимаете? Вот так. Хорошо, я посмотрю на ютубе. Да. У нас еще есть... Ну все, слава Украине! Золкин фамилия. Золкин фамилия моя. Золкин? Да. Ну все, ладно, я услышал, я посмотрю. Дай, пожалуйста, номер телефона, брат. Я дам, слышь, дам. Что я не так сказал вашему брату? Да, все нормально. Чё. Не, ну что-то же не так сказал, по идее. Без понятия. Ну, вот вы как думаете, он заблуждается вообще или нет? Ну, слегка так. Не, ну, во-первых, брат не знает, что происходит здесь. Ну, что же он не знает, что происходит здесь, кричит? Ну, вот он это не вот? знает. Может, ему тоже надо пойти повоевать, как вы считаете? Нет. Он человек не с этих. Он Так, а вы с этих разве? А вот эта вот вся непонятная чепуха, которая здесь в лагере находится, они с этих, что ли? Еще раз говорю, 80% зэки, половина из которых по здоровью уже ходить особо непригодны, не то что воевать. Кто-то на что-то рассчитывал. Да, это да, рассчитывал, Но никто не ожидал, рассчитался. А? да, Что не ожидал? что тут такая концовка будет. Они думали, мягко проедут, как в лагере. Ля-ля, тополя, жил-был нам. И прошел, проехал. Да, да, тут примерно этого- так и думали, да. Да. Тут этого нету. Да. Ладно, обратитесь, чтобы вас забрали, пожалуйста. Скажите, заберите меня на обмен как-то, ну, не знаю. Ну, вы нам правда тут не нужны, вас и так почти уже вылечили. А это, как вы понимаете, работа медиков и все такое прочее. Пусть вас там лечат. Ну, тем более, что наши раненые тоже есть. Ну, обратитесь, пусть вас заберут. Если меня видите, я с России, заберите меня отсюда. Дочке, может быть, пару слов. Дочка, я думаю, что я тебя увижу. Так что люблю тебя.
жду очень встречи с тобой. Ну и порекомендуйте еще последнее, или не порекомендуйте россиянам вот ходить сюда, мобилизоваться из тюрем и не из тюрем, как угодно. Нет, я этого не буду делать, потому что у каждого есть своя голова, они сами видят Понял, есть, прекрасно, понял, знают. все чисто по, этому, по понятиям, да, что Они- что ж вы же не можете, да, за кого-то решать. Конечно. Ну, а решать и не надо. Из своего опыта я вас спрашиваю, еще раз пошли бы. За своего опыта нет, конечно. Потому что тут получается, что война идет между собой. А. Мы со своими воюем. Так, плохого людям желаете? Нет, плохого людям не желаю. Так. Ни украинцам, ни россиянам. Так. То вы пожелаете им сюда прийти, россиянам, на войну в Украину? Да тут никому вообще делать нечего. Ну вот, собственно. Я А вообще они не пусть знаю. решают. Ну, я от вас. Они, конечно, пускай Да, решают. вы же за них не решаете, так просто? Нет. Но не желаете вообще им ходить сюда? Ну, чисто в качестве пожелания. В качестве пожелания, так скажу. Нет опыта, нет мозгов, делать тут нечего. Это плохо. Они же все думают, что у них куча опыта и мозгов. Нет, конечно. 80%. Камера еще снимает же, да? Да? 80% тут находится, которые думали, на ля-ля тополя проедут здесь, и война боком пройдет. Нет, ребята, все тут будете. Так что Это в лучшем случае. думайте башкой, прежде чем что-то подписать и идти куда-то. Есть опыт, есть что-то где-то в голове. У тебя есть шанс выжить. У меня хоть опыта нету, но у меня шанс маленький, все равно появился уже. Ну хорошо, вам повезло, допустим. А некоторым не повезет. Хорошо, то есть вы все-таки за войну, получается? Нет, я не за войну. Я Но за то, вы чтобы желаете думали опытным, головой. если у тебя опыт есть, можешь идти повоевать, поубивать. Нет, если есть в голове, есть опыт в этом, можно здраво подумать, идти сюда или не идти. А опыт чисто опыт для тех, кто уже здесь находится, то бишь уже на войне. Ему уже некуда. А не логичнее или просто не ходить сюда вообще? Опыт, не опыт. Ну, чтобы война закончилась, чтобы люди не гибли и все такое. Вообще желание есть, чтобы президенты сели на переговоры Президенты. и решили Ну этот сели, вопрос. ну давайте, ну сели президенты. Ну и пускай решают этот вопрос. Да как же они будут решать? Ну, От того, этого не будет зависеть от того, что я сейчас скажу. Понимаешь? От того, что я там скажу, этих видео я даже в лагере видел. Присылали, говорили. Понимаешь? И все равно не тормознуло те 260 человек, а при которые... чем здесь тормознуло? Господи, у вас знакомые друзья есть? Есть, и Ну. некоторых уже нету. Понятно, ну в связи с этими Да. событиями. Ну, так пусть послушают те, которые есть. Если это одну жизнь спасет, то есть если один человек не пойдет сюда и не убьет никого, ну, это уже две жизни, и сам не погибнет. Значит, мы недаром делаем эти видео. Я же не рассчитываю на то, что это прямо сейчас 10 миллионов россиян посмотрят и скажут, да, точно, все. Не, понятное дело, это, конечно. Но дело в том, что они эти видео уже понасмотрелись, мать моя родная. И все они прекрасно знают и понимают. Но вы же не А знали, не понимали. моим друзьям я единственное могу сказать, что не лезьте в эту грязь. Надеюсь, услышат. Как зовут вас полностью? Агеев Сергей Викторович, Дата рождения? 11.10.75. А откуда вы? Иркутская область, Российская Федерация, Иркутская область, город Устилимск. Угу. Меня зовут Владимир, я журналист. Как думаете, зачем мы записываем такие беседы? Не знаю. Ну, может, для того, чтобы вас увидели и забрали? Для начала. Ну, наверное, да. Я думаю, так. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашей беседы? Да.
Вы мобилизованный? Нет. Контрактник? Добровольный контракт. Добровольный контракт. Зачем вы его подписали? Насмотрелся пропаганды, то, что надо освобождать Донбасс Так. от украинского режима, и Так. пошел. Ну, я пошел не воевать, а помогать армии там по возрасту. Сколько лет полных? Ну, 47, в октябре 48 будет. 47-48 лет. Вы насмотрелись телевизор, я так понимаю? Да. Так. Давайте, что из того, что говорили по телевизору, подтвердилось? Или не подтвердилось? Или то, что вы увидели своими глазами? Вот что вы увидели своими глазами? Война. Ну, так вы говорите, насмотрелся пропаганды, пошел. Получается, что вы бы еще раз бы пошли, если бы даже знали наперед все? Нет, не пошел бы. Почему? Ну, не совсем так, что говорят по телевизору. Что именно Не не все совсем? правда. Ну, что не совсем так? Ну, не совсем так, то, что как показывают, то наши наступают постоянно, украинцы отступают, такого нету. 50 на 50. Сейчас, допустим, вот в данное время. Ну, то есть вы просто думали, что вы так классно тут наступаете, всех Да. побеждаете, и поэтому можно идти. Да? А если не так классно наступаете и не совсем побеждаете, а иногда даже и отступаете, то лучше не идти. Да, лучше не идти. Так. Очень интересно. Если мы наступаем, то идем. А если война настоящая, людей убивают и все такое, то не идем. Я же говорю, я шел не воевать, а просто помогать армии. А реально воевали? Нет. Нас поставили на передок, неделю я простоял, а даже украинцев не видел. И сзади подошли, руки вверх, выкидывая автомат. Да. Все. А Война это, закончилась. а, Я это даже разве, не стрелял. а это разве называется не воевал? Ну, реально, я же не стрелял. Ну, как, был на позициях, да, на передовой, а воевать нет, не воевал. Но это и есть участие в боевых действиях. Ну, я не думал, что так, что меня туда пошлют, именно туда. Я хотел отказаться. Ну, приказ есть приказ. Приказ есть приказ. От приказа тоже можно отказаться, от преступного. Теперь, да, теперь я понимаю, что да. Вы понимаете, что это был преступный приказ? Но приказ есть приказ, а какой он, не мне Ну, судить. понятно, у вас там словосочетание «преступный приказ», оно вам непонятное всем. Хотя открываете уголовный кодекс вашей федерации, и там есть статья «Преступный приказ», тупо. Но почему-то никто ее не может прочитать. Да я его и не читал. Ну, так вы его и не прочитаете. Вас еще раз сюда отправят, вы его еще раз не прочитаете. И так никто и не прочитает. Само по себе вторжение даже преступно, уже не говоря обо всем остальном. Ну и что, вас взяли в плен когда? Где? 1 июля где-то под Кременной. Где-то под Кременной. То есть ваша история заключается в том, что вы сидели в окопах, в результате наши зашли со спины. Что говорят? Ну, сказали, выкидывай оружие, или будет граната в окопе. Да. А я спиной стоял, я бы повернуться даже не успел. Выкинул оружие? Смысл, да? А остальные? Да, со мной еще один парень сидел, он тоже выкинул. Ну хоть сдались вы правильно. Не пытались там шевелиться, там что-то. А там. смысл умирать? Даже выстрелить не успел бы. Даже повернуться не успел бы. Так в смысле? Ну если смысл не умирать, то зачем вас туда-сюда отправили? Вас же сюда отправляют для того, чтобы вы убивали украинцев, вы не понимаете? Не просто сидели в окопах, а убивали украинцев.
Иначе цель вашего нахождения здесь... Я понимаю. Понимаете? Да. Ну. Вы на обмен хотите? Да. Домой хотите? Да. Ваши там братья, брату, вы говорите, дозвонились. Он что-то делает для этого? Он говорит, я звонил в Министерство обороны, ему сказали, что перезвонят. Только я не знаю, когда он звонил. Но для вашего брата вообще говорю, что чем больше он будет звонить, не только в Министерство нападения, но и во все остальные инстанции, возможные по 2 раза на день, тем больше шансов, что вас заберут побыстрее. А так, может, вообще никогда не заберут. Видите? Тут, знаете, есть люди, которые по году уже тут сидят. По году. Итак, мне очень понравился вот этот момент. Если бы все так, как по телевизору, мы нападаем, наступаем и побеждаем, то надо идти. А если вот так вот, как все на самом деле, что не совсем побеждаем и наступаем, то не надо идти. Хорошо, тогда вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, эта война, она зачем и ради чего? Честно говоря, я не знаю. Ну, есть вот какие-то версии? Ну, как говорили, освобождение Донбасса. Угу. Какие еще? Когда одна страна захватывает территорию другой, это надо называть освобождением? Или все-таки оккупация? Я не знаю. Ну, вы карту видели? Донбасс — это Украина. Да. Но вы напали на территорию Украины. Вы что, ее освобождаете или вы ее оккупируете? Просто вообще по уму сюда не надо идти, потому что в этом вообще смысла нет. А не потому, что вы наступаете или не наступаете. У вас земли там мало, что ли? Наступайте на свою землю, огороды копайте, газ прокладывайте, нефть. И вообще у вас там полно всего, в общем, чем заниматься можно. Ну не так? Так. Следующий. Зовите следующего. Меня зовут Владимир, вас как? Саин. Саин. Саян? Саин. Сайден? Саин. Я что-то неправильно слышу. Саин. Иргит Да. Сайин Каракосович. 21.05.2001 года. Откуда? Республика Тува. Тува. Даете добровольное согласие на запись и публикацию этого интервью? Да или нет? Да. Да. Вы мобилизованы? Нет, контрактники. Контрактник? Зачем контракт подписал? Ну, не знал, подписывал. Что? Не знаю, подписывался. Ну, зачем? Ну, я не могу, не знаю, как ответить. Зачем? Зачем ты сел на стул, чтобы сидеть? Зачем контракт подписал? Ну, я не знал, что я контракт подписываю. Не знал, что подписываешь контракт? Как это так? Ну, подписал-то и сказали, что ты контрактник. И все, через 3 месяца отправили, через 2 месяца. У меня вопрос. Вы там в Туве вообще безумные какие-то? Не, Ну, я серьезно. Я знаю. вот с тувинцами сколько не общаюсь, да? Вы вообще ничего не знаете. Ну, россияне там такие, знаете, дубовые. Но когда общаешься с тувинцами, от вас вообще ничего добиться нельзя. Ну, такое. И главное, что у меня впечатление, что вы правду говорите. Что вы реально думаете, что вы подписали, не знали, что подписали, вас никуда не отправят, вас отправили. Так? Нет, мне сказали, что если не поедешь в учение, то поедешь воевать. Я пошел на учение, Да. месяц-полтора Да. проебался. А деньги сколько обещали? Деньги не обещали. Как это, подписал контракт и деньги не обещали? Ну, деньги, в месяц 32 тысячи. И поехал сюда и не знал, что у меня капают деньги. Не знал, что капают деньги? Ну, говорили, что 190 будет капать, но Да. я сильно там не обращал внимания. Сильно не обращал внимания, сколько денег капало? А сколько вы зарабатывали на гражданке? Ну, в гражданке я не работал. Семья есть?
Ну, мама, папа, сам своя нет. Сколько лет Маме тебе? 22. 22. Срочку служил? Ну, да. Это что, сразу после срочки получается? В срочке. Полгода. Не полгода, а 5 Во сколько месяцев. лет пошел служить? 20 июня в прошлом году. Пошел служить срочку. И там же и подписал контракт. Мне в другую часть отправили и там подписал. Неважно, по ходу срочки подписал, по ходу службы срочки подписал контракт. Так. В какой части служил? Уже где подписал контракт? Что это за часть, должность, звание? Ну, часть 57-я бригада города Бикин. Какого города? Город Бикин. Номер части не помню. Должность тоже не помню, но там в военнике написано рядовой. Вы знаете, что тувинцев больше всего погибло в этой войне пока что? Со стороны России. Больше всего потерь это тувинцы. Я не знаю. Не знаете? Мне есть говорили, что предположение? буряты... Буряты на втором месте. Тувинцы на первом. Я бурятов слышал только. Про бурятов. Что они там много погибли. А тувинцев не слышал. Смотри. Хорошо видишь? Да. На одного убитого жителя Москвы приходятся десятки, а то и сотни безвозвратных потерь с других регионов. Один погибший москвич равно 87 дагестанцев, 275 бурятов или 350 тувинцев. Как думаешь, почему так? Что с Тувы больше всего погибло? Ну, больше всех отправляете в Туву, наверное. А почему больше всех отправляют из Тувы? Я не знаю. Может быть, потому что у вас не спросишь, вы ничего не знаете. Вы не интересуетесь, да, своей жизнью? Вы такие там, ну, вам что скажут, то вы и будете делать, да? Да? Хоть честно. Потому что москвич, когда ко мне попадает на интервью, с ними можно поговорить, они там много чего знают, много чем интересуются, много чего могут объяснить. С вами, ну, уже какой тувинец, это просто... Ну, расскажите про ваше участие в боевых действиях. Вот вас мобилизовали, дальше что было? Ну, я был в своей бригаде, только один был. Один тувинец. Хорошо, дальше что было? Ну, оборонялись и все. Где? В Курдюмовке. В Курдюмовке? Сколько вас там было человек? Рота была. Сколько это? 100? Ну, меньше. 50? 80, 70 где-то. 70-80 человек. Оборонялись, что значит оборонялись? Что вы делали? Ну, там в окопах сидели. Да. И все, 24 июня ночью начали минометкой. Всю ночь, ну почти всю ночь. Да. И все под рассветом, ну, утром начали танк начал работать, и все начали штурмовать. Так. А вы что делали в это время? Ну, тогда танк начал работать, у нас было много 300-х. 300-х? Да, раненых. А 200-х? 200-х не было. А что с ранеными делали? Раненых увозили мы. И все, начали откалываться на эвакуации с 300-ми. Да. Все на блиндаже, где эвакуация была, там нас взяли. Вы отстреливались? А там пацаны, которые нас прикрывали, все 200-е сами. Много? Человек 7-8. 200. Да. А вас сколько было в блиндаже? Ну, блиндаже 17. 17. Два блиндажа. К вам подошли к блиндажу, что сказали? Не, я сам пошел туда. Куда пришли сами? Ну, к этим пацанам, которые много там. Которые 200-е? Не, А, к 17 вы сами пришли? да. Так.
Ну, дальше, что вы сидели там 17 человек. Тех по 200 или дальше? Мы начали откалываться с 300-ми. И Что значит откалываться? назад с 300. Откатываться? Да, откатываться. И эвакуация пришла чтобы 300-х таскать. И все, они тяжелых взяли и пошли на эту деревню. И мы там остались, тоже с 300-ми, которые нормальные. Мы там ждали этих эвакуаций. И все, нас накрыло, блиндаж разъебали. И у нас взяли прямо. Разъебали? Да. А. Я просто плоховато улавливаю. У вас акцент, вы по-русски там не разговариваете у себя дома, наверное, да? Да. На тувинском разговариваете? Да. Мама ваша русский вообще не знает? Знает, но она не разговаривает. Принципиально? Почему не разговаривает? Там все по-тувински разговаривают. Правильно. А что, вы не хотите отдельно жить от России? Сами себе своим регионом? На своем языке разговаривать, свои традиции соблюдать, своей страной жить? Чего вы не Мы и хотите? так соблюдаем свои традиции. То есть вас все устраивает? Да. То есть вас устраивает, что Россия берет вас и бросает на войну в Украину? Нет, это не устраивает. Это не устраивает? Я подозреваю, что много всего не устраивает. Только вы так не вспомните. Ну, так может быть не надо жить под... Как бы это простыми словами такими говорить? Под гнетом там. Может не надо жить под управлением из Москвы, которая вас бросает на смерть? Я родился в России, как я живу, так, так. За что вы воевали здесь, в Украине? Я не знаю. Мы отправили, воевали, все. Вы просто так смеете, так а сколько погибло людей? Они за ага погибли или за что они погибли? Просто погибли. Просто погибли. Да. Как вас взяли в плен? Момент этот можете рассказать? Да. Как? Наш блиндаж, миномет прилетел. Миномет прилетел в блиндаж. Да, 120-ка. Так. И все контузии, которые 300-е, нормальные 300-е были, они уже 200-е стали. И пацаны, которые в эвакуации, 2 человека, которые дома стали, они стали 300-е. Так. И все контузило, и всех забрали быстро. Все так быстро было. Гранату кинули под ногами нашими. А вы отстреливались? Нет, вообще Почему? не было возможности. Не было возможности? Да. А потом вам что сказали? Все, выходите, говорит. Так. За гранатами закидаем. И все, где-то 5 минут прошло, они сами зашли и взяли. И 300-й один был, он не смог выжить. Вас забрали и увезли в плен? Да. Это все было в Курдюмовке? Под Курдюмовку лесопарк. Под Курдюмовку лесопарк. Слава богам. Отбили. История понятна. Давай позвоним, потому что это просто... Алло. Алло, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Разговор под записи для публикации. Передаю трубку вашему сыну. Здравствуйте. Hello. Ой, Все по-русски общаешься, да? Вы говорите по-русски ей, а она может говорить по-тувински. Если она знает по-русски, пусть говорит по-русски. Нет, может по-украински. По-украински может говорить? Может кепку снимите, а то что-то это... Алло, Қандай тұрсың? нормально, Қандай тұрсың? нормально. Где вы? Пұтың қандай? А? Пұтың қандай бір? А? Пұтың балығынан қандыр көрсіп тұрды жоқ видеода. Не, нормально. Анасың болдың. Да, где вы? Қызылда өзағын. Когда с Москвы приехали? Москвадан мен мында алып едім бүгін. Сен соңынан жолдастың. Вы по-русски можете говорить? Могу, конечно. Говорите по-русски. Все ли у тебя в порядке? Да.
Покажи. Там Артнаны. О, привет, Тапчала зовут. Привет. Seni sattık biraz şey güzel oldum. Пeki мен oldum, толбак говорит. Как хорошо, что ты позвонил. Что, новую машину купили, что ли? Sen de oldun. Sen bir şeyler çoğalamadan oldun dostum. Onu çoğalap vermen yerine. O şeyden oldum. Celo indireceğim. Videonu indireceğim. Передача вам без меня. Нет. Vermem dedim. Kazan dedi, verdin olsa da. 22 июля. Первый раз. Я тебе деньги перевела, ты получил? Угу. Там вообще гривенler, тепчелерге же вермен вообще сложно там. Сюда перевела уже деньги? На лагерь? А сколько же вы тут находитесь? 1,5 недели. Вот, смотрите, перевести деньги, это надо пойти в банк, реквизиты все заполнить, получить, отправить. Значит, вы можете, ну, соображаете, значит? Да. А что вы на войну едете умирать все, не можете объяснить, зачем? Ой, сложный вопрос. Ну, вообще-то мирный народ. Вообще-то, не мирный вы народ. Мы тувинцы. Ты? Тяжелый. А ну дайте, получится показать или не получится. Вы видите мой телефон? Не очень-то. Там текст вообще Да. размытый. Там столбики такие, с погибшими. Тувинцев погибло больше всего, понимаете? Тувинцев погибло больше всего в Украине. Из всех народов России. Тувинцев больше всего погибло. То есть вы самый немирный народ в России. Какой вы мирный народ? Зачем ваш сын пошел в Украину? Можете объяснить мне? Я по-хорошему спрашиваю. Вот по-хорошему можете мне сказать, зачем ваш сын пошел в Украину? Так он же у меня там по приказу же. По приказу, я понимаю. А приказ зачем? А приказ зачем такой приказ? Вы кого-то здесь в Украине защищаете, спасаете, освобождаете? Что вы делаете? Ой, я в этом вообще не разбираюсь, понимаете ли. Может, вы русскоязычных защищаете здесь? Ой, сложный вопрос. Вот я вообще в этом не разбираюсь. Давайте, заканчивайте с мамой разговор, потому что Доллар я не почти ничего не понимаю, что вы говорите, да? Не надо. Не надо. Тогда позвонишь, когда отправлять ташлы перевозмыз. Там экипаж жолом займем, меньше кирет, если как спрыгнуть. Хорошо. Давай. Харе, бежите. Все. Население России, знаете? Сколько? 100 с чем-то миллионов. Сколько? 100 с чем-то миллионов, 140. 100 с чем-то. Угу. Это вам здесь сейчас уже сказали? Здесь сказали? Не? А где? Не знал. А площадь России? Я не знаю. Самый большой, наверное. Самый большой? Да. Так еще же вам не сидится в этом самый большой? Да, это надо русским говорить. Так говорите русские. Так говорите. Не, русским надо говорить. Что Стих на русском языке знаете? Я не помню. Как? В школе не учили? Учился, но не полностью. Ну. Так вы же здесь русский язык защищаете в Украине. Вы. В частности. Ну так сказали, я не знаю. У вас по телевизору так говорят.
что защищаете русских наших людей. Вы русский наш человек или их человек? Как это понять? Я не разбираюсь в политике. Ну вы русские? Нет. Хорошо. Можете что-нибудь передать, обратиться, чтобы вас забрали? Кому надо? Путину. Нет. Не хотите? Я даже вашей маме не говорил об этом. Забыл, с одной стороны. С другой стороны, думаю, не такой уже смысл в этом большой.